Вот и поиграли. Игра такая нам подарил. Кто там? Память. Игра памяти, да? Видите, открываешь и тут, в общем, вставляешь туда. Аккуратно, 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 Ария. Ну, аккуратно ж ты. Ты порвешь. Тот момент, когда мама решила навести порядок, а ребенок решил навести беспорядок. Что ты кричишь? В садик тебе срочно. Что? Играйся. Я тебе не нужна. Друзья мои, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами вместе с моим собакой, который опять себя плохо чувствует. Собака, если ты не выздоровеешь, ты пойдешь в мир другой. И с маленьким ребенком, который тоже тусит со мной дома. Мы с вами сегодня будем делать расхламление. Как называется это? Комод под телевизором, если так можно сказать. Комод или... Я не знаю, как это назвать. Сами называйте, как хотите. У меня здесь документы, альбомы, детские игры, и мне нужно это все немножечко разобрать. Я думаю, что мне хочется разобрать немножко разные документы. Мне такое чувство, что там так много хлама, и этот весь хлам, по-моему, можно просто-напросто выкинуть. Зачем он нам нужен, правда? Вот, поэтому будем сегодня с вами разбирать. Покажу вам, может быть, какие-то детские игры. Ария уже здесь навела такой порядок. После нее придется еще все разбирать. В общем, да, приступаем. В общем, все детские игры у нас здесь стоят. Снизу у нас вот такой вот, пыли много, ребята. Старый комод, если честно. Семья, которая жила до нас в этом доме, оставила этот комод, а мы его не меняли. Он громоздкий, неудобный, но туда все влезает. Здесь снизу у нас детские игры разные. Как это назвать? Ну, в общем, разные там. Это на иврите называется грибочки. Там вставлять эти грибочки, делать разные формочки. Все такие игры, с которыми дети в этом возрасте 2, 3, 4, 5 играют. И они у меня вот так вот стоят все. А здесь у меня есть такая подстилка для лего. И здесь у меня есть лего, по-моему, это Джамбо Лего. Также здесь есть очень хорошая игра. Развивашка. Если вы живете в Израиле, вы наверняка ее знаете. Это называется «Красная шапочка». Вот здесь есть, бог ты мой, здесь есть, как сказать, разные правила, как там построить эту красную шапочку, чтобы она дошла до домика. В общем, и здесь от легкого до тяжелого. Я, по-моему, сделала все. Мне было очень интересно самой в это поиграть. Очень-очень хорошая игра. Эту развивашку мы узнали на уроках Шайли. Вот здесь магнитики у нас. И Ария, как вы понимаете, сейчас она с большими грибочками вон сидит, играется. Навела здесь мне порядок. Здесь, может быть, что-то тоже расхламлю. Сейчас посмотрим. Но здесь нам очень удобно. Здесь у меня наверху документы, которые сейчас я буду разбирать. Я вам тоже сейчас покажу все сумочки. И все это тоже очень интересно, мне кажется. В общем, и здесь у меня тоже есть разные вещи, я вам покажу. И здесь, в общем, давайте. Я думаю, что интересно, может быть, для кого-то из вас также будут какие-то там, лайфхаки, как на иврите говорятся, типс, да, типс, это я сейчас придумала слово, советы, как там хранить что-то, может, какие-то сумочки, органайзеры, в общем, смотрим. Я протерла пыль, значит, я отберу сейчас то, что я точно оставляю, и то, что я, может быть, нужно отдать из игр. Вот такие вот магнитики, да, вы видите, они уже все у меня потертые. Хочу сказать, что очень удачная игра. Мои дети, как ни странно, обожали играть в это. Причем только мои дети, а все друзья, которые проходили. Но сейчас они уже, конечно, немножко выросли, мы это ставим сюда. Для Lego Jumbo он у меня стоит внизу, потому что он самый большой, и тогда будет неудобно. Подносики для грибочков. Мы их будем продолжать называть грибочками. У меня есть два варианта. Вот такие вот шестиугольники и вот именно такие грибочки. Видите, я купила такие контейнеры. Не очень удобные, кстати, контейнеры. Немножко дурацкие, они очень легко открываются. Хотя для детей это удобно, для мамы это менее. Но вот сами подносы я складу туда. Вот эти кладу вот как-то так. Здесь у нас вот такая вот игра, такие шарики. Масаид. Грозовик. Здесь у нас такие шарики, из которых можно делать разных типа животных. Типа таких. Не знаю, насколько дети мои с этим играются, но я оставляю. У меня еще много кубиков.
для разных игр тоже здесь будет. Мы это просто вниз положим. Здесь у нас вот такая игра, ниточку продевать через животных. Не на сейчас, не на наш возраст сейчас, но пусть будет. Я оставляю такие, знаете, игры, которые могут пригодиться. Так, и мы просто положим сверху. У нас продолжается погром. Здесь у меня тоже еще одна очень хорошая игра, кстати, чтобы вы знали. Сейчас мы, наверное, ее переложим из этой коробки. Развивает, как это называется, нежную моторику, наверное, поправьте меня. Выбирать из этих ячеек, да, из ульев, пчелок. Тоже для маленького возраста, но очень хорошая игра. Дети мы очень ее любили. Коробка не от нее. Мы сейчас вот этих всех животных отправим в мусорник. Никому не рассказывайте, сколько мы съели киндер-сюрпризов. Побыстрее, чтобы мой ребенок не заметил. И пчелок мы переложим. И все. А это оставим сбоку. Так это будет более аккуратно, потому что эта коробка уже старая от чего-то другого вообще. Видите, только вам сказала, что она ее любит, побежала играться сразу. Иди гулять, Вася. Хорошо. У нас еще есть такая вот корзинка, где у нас есть разные игры. Кстати, я разобрала много игр, сейчас покажу, что я оставляю. Помните, кулечки от Selfridges, я в них храню разные вещи. Например, что у нас здесь есть? Например, тут у нас есть игра с этим вот, боже, ну с этой, как сказать, многоножкой. Там такие вот, нет, другая игра. Ну, неважно, здесь есть курочки, например, с лисичкой. Я их храню в мешочке. Здесь есть класть ему на лапки, на ножки, как это сказать, такие шарики, и потом их такими щипчиками брать, тоже развивает риторику, тоже Шайли на ее уроках с этой игрой играли, купили домой. В общем, это все храню в кулечках для того, чтобы все это не рассыпалось, потому что коробки, они большие все. И вот даже вот эта вот игра, огромная коробка. Ну ладно, я ее храню внутри, как есть. Вот, это у меня лежит все здесь. Еще, кстати, игра, смотрите, это домино, но вот именно этот мультик Джонни, просто шикарный. Если честно, очень, удачное домино, и оно очень большое. Как раз вот для Арии в 3 года, в 2,5 очень-очень классно. Тем более то, что из мультика, то она с удовольствием играет. Очень удачная игра. Ну вот здесь, значит, собрали разные настольные игры, разные такие там шариками, кубиками памяти. А здесь разные игры в плане тоже настольные, но разные грибочки, разные кубики. Как это называется? Лего. Да, мне кажется, что удачно. Вот как-то так. Другого места у меня в доме нету, поэтому храним все так, что было не видно. И как-то далеко от глаз. Так, это у меня стоит здесь вот. Опа. Да, спокойно. Чтобы не видно было. А здесь у нас тоже есть корзинка с Play-Doh, да, типа с пластилином. Все для пластилина. Вот. Тоже стоит здесь. Так вроде не видно. От чего я избавляюсь? Как ни странно, эти магнитики. Я их дарила Шайли на какой-то день рождения, мы их покупали. Они вообще с ними не играются. Я, наверное, в садик отдам. Любимые наши пазлы, которые нам постоянно дарят. Мои дети не любят пазлы, поэтому отдаем кому-нибудь. Тут Шайли подарили такую игру. Но для нее она еще маленькая для нее. Написано 6+. Ну, она не для Шайли, в общем. Она просто разбрасывает эти резинки по дому, а толку нет от них. И мама должна сидеть и делать всякие фенчики. Так, поэтому все отдается. Пока детей нету. Это тоже отдается. Решила расстаться с этими штучками тоже, потому что все-таки они не так активно играют, и это тоже разбрасывается по дому. И, в общем, расстанемся. И вот такая вот игра Дагаля, типа рыбка на рыбке. Неудачная, честно сказать, просто неудачная. Мы ее в садик отнесем. В общем, это все, это куда-то пожертвуется, отдастся каким-то другим детям. Не будет выкидываться, да, конечно же. Но вот это мы избавляемся из дома. Так, прошло уже несколько часов, мы с вами продолжаем. Сейчас мы будем выгружать с этой полки. И, в принципе, здесь у меня полка достаточно в порядке. Тут мои всякие фотоаппараты, причиндалы, которыми мы не пользуемся
которыми я не пользуюсь на каждодневной основе. Но я думаю, что вот эти две коробки следует разобрать. У нас на улице такой шумиха. Хотела вам показать вот такой вот органайзер марки Белерой. Очень удобно и с собой брать, когда ездишь куда-то. Вот такой вот. И вообще дома хранить. У меня тут разные мышки, зарядки. В общем, все подряд, просто чтобы не валялось. Телефон у моего мужа, который разбивает и меняет. Любитель мой муж разбить телефончики. Так. И, в общем, я хочу разобрать вот эти две задние коробочки. Боже, как шумно на улице. Посмотреть, от чего можно избавиться. Я думаю, что там много лишнего. Окей, смотрите, две коробочки у меня освободились. Я вообще хочу их выкинуть. Это здесь тоже мусор. Коробку можно тоже выкинуть. Разные вещи, которыми мы не пользуемся. Здесь вот эти вот бамбуковые икеевские. Их не очень люблю, бамбук, но не буду выкидывать пока. И здесь я немножко переорганизовала. Покажу. Смотрите. Поставила как-то так, принесла пластмассовую. Здесь у меня. Я все фотографии сохраняю на, как это сказать, на внешних дисках, для того, чтобы не потерялись. Мои наушники, мой органайзер, как я говорила, которым сам я пользуюсь. Колонка. Фотоаппараты, которые я хочу, чтобы здесь были зарядки. Их не к фотоаппаратам, к этим Canon в основном. Это зарядка к дополнительному, как это сказать, к дополнительной ручной зарядке, да. Вот. Здесь у меня сзади вот, разные, там тоже маленький фотоаппарат для съемок в действии, разные карточки, вот там кошелечек с карточками, в общем, тоже разные вещички, которые не особо нужны. Просто все стоит здесь. Стоит здесь. Вот здесь как-то места много стало. Все, что связано с моим старым фотоаппаратом, на который я снимала, это Canon 600D. Положила все сюда, все линзы как-то сюда все вместила. Классно, пусть будет на одном месте, потому что я им практически не пользуюсь. Хочу очень поменять само тело фотоаппарата на что-то более новейшее, чтобы можно было пользоваться. Старый мой проводной, как он называется? Старый мой проводной микрофон. Не знаю, нужен, не нужен, хранить. На всякий случай храню. Хотя у меня уже есть беспроводной. Не знаю, зачем храню. Может быть, не надо. Сейчас подумаю. Вот. Так, ну мы продолжаем. Здесь у меня был такой свет на телефон. Нужен ли мне этот свет на телефон? Я им в жизни не пользовалась. Ой, не знаю. Ерунда всякая. Окей, мы продолжаем с вами. Здесь у меня два кошелечка. Один такой кошелечек, в котором я храню разные наши, там, не знаю, кстати, детские фотографии, наше удостоверение личности, с которыми мы не ходим, потому что права в Израиле это достаточно как удостоверение личности. Это мои дети. Когда они были маленькие, на паспортах фотографировали. Это Ария. А это Шайли. Шайли тут 2 или 3 месяца. Вот. В общем, так или иначе, у меня такой кошелек. Раньше мы с ним путешествовали. Он достаточно большой, не очень удобно в путешествии, поэтому мы отказались от этой идеи. И теперь у нас путешествие вот такой вот кошелек. Он на молнии. На рукой неудобно. И здесь входят все наши паспорта, наши права международные. И у нас тоже есть дополнительный кошелек с разными там карточками. В общем, очень удобно. Такой вот маленький кошелечек, но он очень удобный. Вот, так, я здесь уже разобрала, видите, еще разных бумаг, которых нужно повыкидывать и всякое такое. Будем сейчас вот это все разбирать. О боже. Вот это все разные документы. Я сейчас, конечно, пройдусь, посмотрю, что нам нужно, что не нужно. Но вот я, наверное, последний раз здесь открывала 10 лет назад. Понимаете? Зачем она нам все? Зачем я это храню? Не знаю. Сейчас узнаю. Situation. Собака. Я дышу. Да. К нам приезжал, решила забрать посылку. Ария в восторге. Вот это весь все примерно мусор. Я даже нашла миллион старых фотографий. О боже, сколько мусора. Нужен мусорный пакет. Вау. Смотрите, как я все разобрала.
Вау. Разобрала у меня маленькие разные паспорта, разные мои удостоверения. Еще с Латвии вот в таком кошелечке. Здесь у меня есть некоторые карточки. Здесь у меня документы большие, такие у меня в такой вот папке, которые внутри лежат разные важные документы. Тут собачьи документы, тут детские разные больничные. Вот в такой папке, да. Там у меня лежит абсолютно все. В общем, эта коробка, в случае, если что, коробка документов. Вот. Так, что дальше? Дальше мы засунем это обратно. И я даже в эту коробку положу вот эти свои кошелечки. Пусть они здесь лежат, они отдельно, обычно я лежу отдельно. Пусть они здесь лежат. Коробка у меня супер старая, с Икеи. Ну ничего, неплохо служит, неплохо. А вот это все в мусор на переработку. Ты знаешь, что с ним делать? Куда документы выкидывают, сжигают, что с ними делают? Но вот это все в мусор. И эти коробки тоже пойдут в мусор. Ситуация такая. И, если честно, я очень-очень довольна. И я довольна, как это получилось. Коробки пока менять не собираюсь. Я их немножко протерла, там тряпка еще не высохли. Но, по-моему, очень хорошо, потому что удобно, чтобы дети ничего не трогали. Они не трогают, они не открывают. Их эти коробки не интересуют. Это очень удобно. Даже нашла белые листики для детей рисовать. Почему бы нет? Теперь осталось вот это все. О боже. Кстати, для iPad можно вот это вот вытащить суды. Да, удобнее будет. Здрасте, мы вернулись. Прошло, не знаю, какого времени. Мы уже поспали. А я могу это. Младший ребенок уже спит. Это, кстати, нижняя полка. Здесь детские принадлежности, салфетки. Всякое такое, что пока я просто храню здесь. Негде больше падаю. Разберемся потом. Так. Ой, мы нашли фотку смешную. Мы поставим в Инстаграме. Сейчас. Подвижите. Надеюсь, сейчас найти опять. Когда мы были молодыми и красивыми. Так, подождите. Свадебные фотки. Вот я на свадьбе. Смотрите. Так смеялись. Копия Ария. Просто копия моя младшая девочка. Так что теперь к вопросу, на кого похожи мой младший ребенок, вы знаете, на папу. Вот. В общем, смотрите, куча разных фоток. Ой, я с мамой на своей свадьбе. Сколько фоток. Супер вообще. Фотки — это вообще память, ребята. Это память. Ладно. Давайте разбирать. Это целая куча этих фоток. Сейчас мы будем разбирать как-то вот это, боже мой. Целая куча проводов, которыми не знаю, что делать. Никогда ими не пользовалась. Всегда храню, для чего непонятно. Так, диски. Собственно, их мы выкинем. Я даже нашла, представляете. Мне когда-то дарили Сари. Нет, не Сари, Шайли. Камеру, как это, детский монитор. Монитор, да, смотреть. Вот тут такая камера, монитор. Но я никогда в жизни этим не пользовалась. Можно кому-то отдать или даже продать. У Нетцера, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали. Еще 2 телефона. Что их храню, понятия не имею. Все, думаю, может, там какие-то фотографии есть. И куча проводов, с которыми я абсолютно не понимаю, что делать. Я даже не знаю, для чего они. Честно, вот, честно, пионерская. Просто не представляю. Окей, я как-то это организовала, смотрите. Может быть, не самое идеальное, но, в принципе, неплохо. Здесь наши альбомы, которые мои старые, наш свадебный большой. Сзади разные памятные штучки от Шайли, от Арии. Вот этот вот сверху, это тоже их рисунки, всякое такое, что я хочу сохранить. Здесь у меня конверт с чеками, которые я храню там от разных вещей. Здесь мои нитки. И всякие вещи. Нитки, всякое такое. Может быть, можно как-то сложить поудобней. Оказывается, у меня с Икеи много разных вот этих вот прилеплять. Что угодно. Я решила эти коробочки не вкидывать. Они мне пока прослужат. И сюда вот нитки идут сверху.
Нормально, дети мои тут не трогают. И здесь сверху я, значит... у нас есть такой поднос для лаптопа. И здесь сверху у меня, значит, документы Нецера там. А там я сложила все свои фотоаппаратные штучки. Фотоаппарат свой, линзы и все такое. И, если честно, здесь это очень-очень неудобно вытаскивать. И в конце вон видно, что он не очень хорошо закрывается. Но... Опа! Но и сложила я там все очень красиво. Что-то я сейчас покажу вам отдельным роликом. Где-то здесь вставлю. Потом что здесь не смогла заснять. Вот. Ну, поскольку это я пользоваться буду редко, то вот эта штука сверху пусть лежит. По-моему, очень удачно. Все. Очень, очень хорошо. Так. Нашла затычки в уши. Нужно это положить в косметичку в поездку, чтобы у меня это всегда было. Потом нашла вот такую вот штуку у себя, которая имеет место быть. Такой переходник наушников к микрофону. Очень хорошая вещь. Положу себе это там, где у меня камера для влогов. Вот эти все провода выкидываем. Все вот это вот. Не знаю, что с этим делать, поэтому буду выкидывать. Это целый мешок тоже выкидываю. Здесь мне нужно куда-то это убрать. Наверное, уберу это. Еще не знаю, куда, подумаю. Но не здесь, чтобы это было. Это диски с фотографиями. Ну, из-за того, что у меня есть дополнительные... Я вам показывала ранее, как это называется. Дополнительные... Ну, место хранения для... Не диски, а именно вот как это внешний... Внешний... Я это слово по-русски забыла. В общем, внешний, где хранить фотки, то я туда все фотки перенесла. Но эти все равно пока выкидывать не буду. И это очень старый iPad, с которым я не знаю, что делать. Это, по-моему, первый iPad. Он уже не работает, ничего, не знаю, что с ним делать. Выкидывать, не выкидывать, не знаю. Вот это нужно будет куда-то просто пока убрать. После целого дня пришли посмотреть на маленького жеребенка, который родился, когда сказали? Во вторник. Вон, совсем маленький. Но он сейчас, наверное, нас смотреть не будет. Их тут разделили от прошлого маленького жеребенка, который уже большой. Вот. Аккуратно, аккуратно, Арюша, чтобы она тебя не стукнула чем-нибудь. Ну, Маля, что я могу? Ившер. Я вижу. Тасилю. Как зовут лошадку? Он совсем еще маленький. Он еще даже не встает. Бубик. Вот, молодец. Еще маленький какой. Темный. Опа, встал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Такой. Ох ты ж, блин. Пошли. Друзья мои, доброе утро. У нас уже новый день. Мы вчера закончили этот день, потому что уже все вернулись вечером домой. Не до этого было доснимать. Вот, сегодня я сейчас как раз вот в машине сейчас ездила, раздала все, что мы расхламили, игрушки, провода. У меня еще была здесь одежда, некоторые в машине, потому что урна, в которую мы сдаем ненужную одежду, была заполнена. Ее как раз освободили. Вот, так что все раздала, все из дома ушло. Нам с вами вообще в моем доме осталось расхламить чердак, но этого мы делать не будем, потому что я туда сама не умею залезать. Туда нужно очень, так залезать, только Нецер умеет туда подпрыгивать, чтобы туда залезть. И вот этот вот сарай на улице, который мы с вами будем делать, наверное, в ближайшее время, потому что мне нужно его расхламить обязательно. Вот. И еще хотела ответить на такой глобальный вопрос от вас по поводу лекарств, по поводу документов и по поводу разных вещей, которые находятся низко, и мои дети могут трогать. Вы мне все сказали, что лекарства, многие из вас мне сказали, что обрати внимание, у тебя лекарства находятся очень низко, дети могут трогать, могут открывать. И также документы вы увидели, что у меня находится на уровне игр детей, и компьютер мой, и все. Я не знаю, почему мои дети их не трогают. У нас с ними какая-то, называйте как хотите, дрессировка, обученность, договоренность не трогать
то, что не их, потому что я живу в доме, я всегда это к этому свожу, я живу в доме, где есть лестница, 25 лесенок. Со всем уважением к тому, что я мама, и у нас есть папа, и у нас есть ворота в доме, не всегда возможно усмотреть, не всегда ты помнишь закрыть, и когда есть старшие дети, которые уже сами умеют открывать, не всегда это закрывается. Поэтому есть такие вещи, которые мы их учим каким-то таким образом, чтобы они нас понимали и не свое не трогали. Мои дети в жизни не дотронулись до лекарств. Несмотря на то, что открывать отдвижной ящик в ванне они могут где-то с возраста 2,5 года, может быть, около 3. Я думаю, что Ария вот как раз только сейчас может его сама уже отодвигать пару месяцев, да. Но их никогда это не интересовало, они никогда туда ничего не вытаскивали, если кроме градусника. Они знают, что там градусник, и если нужно его взять, они мне принесут. Но сами они лекарства не трогают, их это не интересует. И плюс у меня нету там никаких страшных лекарств, и все они, которые там есть, они запечатаны так, что ребенок не может открыть. С документами так вообще их никогда моя коробка не интересовала в жизни. Компьютер они, если хотят мой, они у меня спрашивают. То есть я не знаю почему, но вот у меня с моими детьми, я знаю, что это индивидуально на семью, и я понимаю, что сегодня не трогают, завтра могут тронуть, и нужно приостерегаться. Я все прекрасно понимаю. Не думайте, что я об этом не думала, этого не понимаю. Я все прекрасно понимаю, но мне также важно их научить понимать нужды друг друга, понимать нужду дома, понимать опасность. И мы это делаем. Вот. Поэтому мои дети с очень маленького возраста умеют сами подниматься по лестнице. Потому что лестница в доме, опасность в доме, и нужно учиться с этой опасностью как-то справляться каждый день. В общем, это то, что я вам хотела сказать, поэтому у себя в доме я не особо боюсь все это хранить. Вот так, у меня беседа, я побежала.